Добрый день, друзья! Сегодня опять продолжение сериала. 4 орхидеи, которые самые первые были получены в посылке из Краснодара. Ссылки на контакты и соцсети этого продавца я оставляю в описании под видео. Давайте посмотрим, что происходит с орхидеями за 2,5 месяца. Эти 4 орхидеи были получены в размере 2,5 дюйма. Это диаметр горшочка. Но и сами растения, сами орхидеи, они более крупные. То есть практически готовы к цветению. И одна из них даже была с цветоносом. Это тот же самый цветонос. Она дорастила 3 бутончика, распустила цветы. Вот ее название. Обворожительная орхидея, да еще и ароматная. Как же она растет? Да, она великолепно растет. При том, что доращивает бутоны, растит лист. А посмотрите, какие корни в горшке. Эти все корни выросли именно в тот момент, когда она сбросила цветочек, с которым она была получена, и начала доращивать бутоны. Вот в этот момент она вырастила такое количество корней. И орхидея готова к пересадке. Даже цветущую орхидею при таком состоянии корней можно пересаживать. Меня очень волновала именно вот эта орхидея. Это Ирен Добкин. Это моя давняя мечта. И в посылке она пришла с потерянным тургором листьев. Ну, посмотрите, за эти 2 месяца восстановился тургор. Вот этот листик подрос, и начинается рост нового молодого листочка. У нее не так много корней, но они есть. Она растет значительно медленнее, но растет. Потому что не все орхидеи растут абсолютно одинаково. Эта орхидея пока еще будет продолжать расти в своем моховом стакане. А вот эта орхидейка была в самом плачевном состоянии. Она сразу отсушила один из листиков, и осталось всего 2 листика. Кстати, распаковку этих орхидей и обработку вы можете посмотреть в плейлисте. Специально для этих орхидей создан плейлист. А ссылки на распаковку и на обработку я оставлю в правом верхнем углу экрана. И она очень активно начала растить новый молодой листик. Пока он один. Корней почти не было видно, но сейчас очень хорошо заметны растущие корни. Орхидея оживает, но она маловато для пересадки, даже при таком количестве корней. Подождем, пока вырастет этот листик, и начнет расти новый. А вот, наверное, самый большой слоник из этих 4 орхидей. А вот его название. Да, на данный момент он отсушивает вот эти 2 листа, нижние.
Они фласочные. Но зато какие листья он нарастил у меня. Вот этот лист, новый лист. А уж что говорить о корнях? Полный горшок корней. Смотрите, как интересно растет корень. Он растет вверх, обнимает весь ствол орхидеи и сейчас направился в какую-то одну сторону. И вот именно эту орхидею мы с вами очень скоро пересадим. Здесь тоже есть корни. Вы обязательно увидите пересадку этой орхидеи. Но чаще всего возникает вопрос, как же вы поливаете такие орхидеи? Таких орхидей в моховых стаканах мох должен быть всегда чуть-чуть влажный. Как это определить? Здесь мы видим, что мох вроде бы уже сухой. Я вам как-то показывала, что я опускаю, с этой стороны неудобно, опускаю пальчик в моховой стакан и каким-то шестым чувством, наверное, это чувствуется, что вот сейчас мох сухой. У меня получается, что раз в 3 недели я их полностью опускаю в воду на 15 секунд. Я не шучу, именно на 15 секунд, потому что мох моментально в себя впитывает влагу, и 15 секунд достаточно для полива такой орхидеи. Потом сливаю, ставлю на поддончик и остальные 3 недели опрыскиваю верх мха. Вот это я опрыскивала мох, наверное, вчера. Наверняка вчера. Первую неделю после полива я не опрыскиваю. Мох действительно влажный, и он долго в себе эту влагу держит. А через недельку я начинаю опрыскивать верхние корни. Также по стеночкам, для того, чтобы вот эти корни тоже получали влагу. И так у меня проходит 2 недели. Ричулик, Ричуль, ничего, что ты нам мешаешь? Иди ко мне. Ричи. Ричи. Не хулигань. Дай ему игрушку, брось ему игрушку. Она вот с другой стороны у тебя. Вот такой нехитрый полив орхидей в моховых стаканах. А следующее видео обязательно будет пересадка вот этой орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.